Йоу, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. С вами Алана Зомби, а сегодня мы с вами разберем немножечко мой осенний гардероб. И сегодня я покажу вам топ своих вещей, без которых осенью я не могу обойтись. И мы начнем с первой вещи. В предыдущих видосах я показывала уже свои лонгсливы, и у меня тут новенький лонгслив появился. Немножечко необычная история, декорированная цепью и нашивкой. Лонгсливы в основном я свои покупаю в Uniqlo, в мужских отделах. Это тоже, по-моему, мужская, хотя это может быть и унисекс. Это размер XL. Практически все свои вещи, я уже говорила, ношу размера LXL. И есть вещи, которые XXL. Чем больше, тем лучше. И, как можно заметить, у меня гардероб не особо-то яркий, красочный. Осень — это пора, когда нужно плакать. И вот тут еще скелет такой. Следующая вещь. Джинсов много у меня, так же как и шорт, и поэтому я решила разнообразить свой гардероб вот таким вот прекрасненьким, запомните, приколдесным. А как он называется? Прикольным комбинезоном от Reebok. Он мне немножко напомнил такой винтажный крой, широкие брюки, пояс и вот сзади крест-накрест. Ну, в общем, обычный комбинезон от Reebok. Тоже черного цвета. Лет 6 я не носила комбинезон и решила, что вот в этом сезоне мне обязательно нужен комбинезон. Он достаточно легкий, я его ношу в основном с худаками, с теми же лонгсливами. И из-за того, что он и сам по себе объемный, то есть я не выгляжу как пончик такой. Оно выглядит все достаточно гармонично. Вы увидите. Reebok стоил он, по-моему, около 9000 рублей. Сейчас я не помню точно, сколько он стоил. Ну и, конечно же, джинсы. Я уже показывала свои любимые джинсы вообще на этот сезон и на этот год в целом. Крой, какой сейчас актуален. И покажу просто одни из этих же джинс. Вот, я покупала в Pull&Bear. Это широкие джинсы, прямые. Я в них похожа на мальчика-подростка. Мне они понравились тем, что здесь есть на коленях вот такие дырки. Осенью еще можно ходить, зимой, ну, такое уже, потому что коленочки мерзнут. Я проверяла, экспериментировала когда-то. Винтажные расцветки они. Ну, подробнее о моих джинсах, вообще, какие джинсы нужно и можно носить в этом году, я показывала в своем предыдущем ролике, обязательно посмотрите. Но осенью без джинс, конечно же, никуда. Еще одна вещь, без которой мы не можем обойтись осенью, зимой, весной, летом, это же, конечно, худи и свитшоты. В данном случае я показываю свитшот, он очень актуального кроя, это One Size, Oversize от моей любимой Lola бренд. Свои свитшоты и худаки я уже показывала в предыдущем видео. В этом видео я в основном показываю вещи, без которых я не могу обойтись осенью. И также я покажу, как все эти вещи можно между собой комбинировать. Я не могу сказать, что я из тех людей, которые на каждый сезон покупают себе полностью новый гардероб. То есть те вещи, которые я носила весной, могу носить и осенью, просто добавляя какие-то новые акценты, аксессуары, многослойность, обувь другая, и образ смотрится совершенно иначе. Я иногда умею выглядеть как девочка, и у меня очень много вещей вот таких вот фасонов. На самом деле это мужской, даже не знаю, что это, свитшот, наверное. Это мужской свитшот, это размер на самом деле S, но он очень огромный. Я такие вещи ношу как платье. Черные колготки, ботинки, аксессуары, и вот эта вот история выглядит как платье. Это вещь от моих любимых Reclaimed Vintage, и я их покупаю исключительно ASOS, но иногда могу порыться на Авито и выцепить очень классные шмотки у ребят, которые купили на них, им не подошли по размеру. Очень-очень теплая штука, в ней нереально жарко, поэтому на позднюю осень
колготки, ботинки, и только вот эта штука, и все. Выглядит классно. Мне очень нравится. Еще одна вещь. Но это уже прям совсем на холодную осень. Это бомбер. Один из моих бомберов. Еще раз подчеркну. У меня много вот таких вещей. Если вы хотите посмотреть отдельное видео про такие вещи, пишите мне в комментариях. И также я могу, кстати, сделать какую-нибудь подборку на разных сайтах вот таких вот вещей. На том же самом ASOS, помимо Reclaimed Vintage, там есть еще и другие бренды. Это бомбер от Jordan, Air Jordan. Покупала я его в Street Beat, стоил он со скидкой 12 тысяч, без скидки 18, но, опять же, не суть важна, бомберы могут быть разные. У меня есть бомбер от Puma, у меня еще есть ноунеймовский бомбер, то есть также могу сделать подборку бомберов на осень, если вам это интересно. Этот бомбер классно сочетается вообще со всеми теми вещами, которые я показала, кроме вот этого вот. Джинсы, шорты, комбинезон. Я его носила с комбинезоном, вообще просто пушка. Но это мой самый любимый бомбер. Мне нравится то, что он здесь очень яркий. Ну и он очень-очень теплый. Прям октябрь, ноябрь. Здравствуйте, мы с вами. Я уже на протяжении лет 7 хожу в одних и тех же ботинках, но я имею в виду, они меняются просто, остаются. Та же самая фирма. Это Dr. Martens. Те, кто подписан на меня в Инстаграме, а если вы не подписаны, обязательно подпишитесь на мои соцсети. Да и в ТикТоке в целом я постоянно хожу в Dr. Martens. Неизменная обувь, круглый год. Люди недавно, я когда выкладывала летом видос в ТикТок, где я в мартинах, в ботинках, и мне пишут: ты чё, сошла с ума, грибок? Короче, там начался прям такой срач из-за этого. Я скажу так, что если обувь качественная, из качественных материалов, кожа натуральная, то даже в плюс 40 ты в ней будешь ходить, тебе будет нормально. Я в ней ходила в плюс 40 по пустынной местности, это мне было комфортно. То есть, да, единственное, что нужно постоянно ухаживать... Здрасте. Единственное, что нужно постоянно ухаживать за кожей, потому что зимой эти ботинки могут треснуть, подошва, из-за замерзания. У них есть зимние модели, но мне не нравится, когда внутри мех. Я лучше теплые носки надену и стельку куплю, чем буду с меховыми ботинками ходить. Но это мое личное. А летом они высыхают, то есть кожа моментально становится сухой. Это то же самое, как и с человеческой кожей. Ее нужно увлажнять постоянно. Это мои такие уже жизнь повидавшие мартина, им года 3, наверное. Они уже потрескались во многих моментах, здесь, но я люблю, когда они такие уже прям вот жизнь повидавшие, они выглядят очень круто, я их со временем начинаю разрисовывать, мне уже не жалко на них что-то прилепить. Так что Dr. Martens, просто любовь, никогда не изменю им, никогда не говори никогда, но никогда, уже 7 лет с ними хожу и не хочу их ни на что менять. Но есть люди, которым не нравятся мартина, и на этот случай у меня есть более простые, это ботинки от Zara, они более высокие, здесь они тканевые, но ноги в них все равно немножко как-то начинают потеть. Я их также могу носить под джинсы. Мне нравятся вот эти ботинки, кстати, носить вот как раз-таки вот с этим вот вариантом. Ну или вообще платье любое. То есть они такие более женственные для меня. Деталь, замок, то, что спереди есть вот этот вот. Ну, я их покупала в Заре за что-то из разряда за 3000 рублей на распродаже вроде бы. Последний размер свой забрала. Но у Зары периодически выходят именно вот такие модели ботинок на такой большой подошве. И они не такие тяжелые, как кажется. Выглядят массивно, но когда их берешь, они такие достаточно легкие. Привыкнуть к ним немножко надо, то что ногу надо повыше поднимать. Ну, а когда нет дождей, любые кроссовочки. Беленькие, не беленькие, у меня в основном все белые кроссовки. И, опять же,
про мои кроссовки вы можете посмотреть в отдельном видео. А в этом видосе я хотела вам показать просто, как все это можно комбинировать, и не нужно придерживаться какой-то определенной вещи. То есть, если вы увидели вот такую, не надо прям точь-в-точь, можно что-то похожее. Опять же говорю, у меня таких вещей очень много, и просто взяла, которая первая висела. А что касается аксессуаров, мой самый любимый аксессуар на осень и на зиму, то есть у меня он один, это вот такая вот шапочка. Многие считают, что это шапочка Бини, но это не она. Изначально это была вот такая вот обычная шапка. Самая простая шапка. Это шапка, по-моему, да, это Апперкат Делюкс. Это есть такая мужская косметика, не будем углубляться. Просто это был подарок. И когда стало модно носить бини шапки, я такая, я хочу бини. А обычная бини мне не идет, именно такая тонкая. Это достаточно плотная шапка. Она прям зимняя такая. Я такая, мне не идут бини, что мне делать? И как-то я просто сидела такая, вот такая шапочка у меня была. Я такая подвернула. Прям вот по значок, вот здесь значок, так завернула и такая, а чем не бини? Сейчас на секундочку, да, понятное дело, что это не классическая бини. И надела и поняла, что вот оно. Кстати, скоро у меня будет классный видосик, поэтому не забудьте подписаться, поставить палец вверх. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, что еще мне показать из моего гардероба, и я обязательно это сделаю. Всем спасибо, пока!